Ай, здрасте, с вами Даник Крастер и лаборатория БНБ. И сегодня у нас в меню, как обычно, нечто вкусненькое. Продолжаем разбираться в лазерных технологиях и посмотрим, как устроен очередной тип лазера и что он могет, как его использовать. Ну, что вы ждете? Сегодня у нас видос разбит на 3 части. Сначала мы будем разбираться, как устроен, теоретическая часть, потом, как его можно использовать полезно, а в конце на сладенькое угарчики использования, которое не прописано в инструкции по безопасности. Но мы все равно это будем делать. Сегодня мы будем разбираться с вот этой машинкой. Это у нас Watson Laser Weld 5 в 1 G2 Pro называется. На целых аж 2000 ватт, то есть 2-киловаттный источник у нас здесь расположен. Этот тип лазера называется оптоволоконным, и вот почему. У всех у вас, я думаю, была вот такая вот лампа. Как минимум 9 из 10 советских людей ее точно помнят. Вы можете заметить, что здесь есть пластиковые трубки, которые очень похожи на леску. И в них действует следующий прикол. Если вы с одной стороны подаете лазер, вы можете видеть, что из части трубок с другой стороны он выходит, светится. Давайте перейдем на увеличенную версию и посмотрим, как все это работает. Вот у нас есть палка пластмассовая, ничего в ней, никаких секретов, никаких зеркал по бокам нет. И как только мы подносим фонарик к одному из торцов, второй начинает светиться. Все потому, что свет проникает туда под очень маленьким углом, стенки не дают ему отражаться, и он в таком типа конусном, точнее цилиндрическом зеркале продолжает путь вперед, пока не выбивается вот через эту вот стенку. Все ли так просто? Не совсем. Давайте разбираться, как конкретно оптоволоконный лазер устроен изнутри. Ну и перейдем к конструкции этого лазера. Постараюсь объяснить принцип работы простыми словами. А кто хочет больше инфы, посмотрите в описании. Одна из ссылок будет на целый подробный видос. Итак, есть у нас светопроводящая стеклянная струна. Но не простая. Внутри она легирована редкоземельными металлами. Конкретно наш варик — это итербиевое волокно. Высокие технологии, понимаешь, редкоземельные. Чтобы нам получить из него классный лазерный луч, в него надо накачать энергии. Например, с помощью лазерных диодов. Получается лазер с лазерной накачкой. Как только фотоны от этого лазера залетают в волокно, им оттуда уже не деться, потому что оно начинает работать как зеркало, свернутое трубочкой, удерживающее каждый фотон. Далее эти фотоны тарабанят по итербию, и тут происходит особая квантовая магия. Фотоны долбят по ионам и заставляют электроны перепрыгивать на верхнюю орбиталь. Там им, этим электронам, неуютно, и они стараются быстрее съебаться обратно, где энергии поменьше, испуская в этот момент фотоны. Эти фотоны, в свою очередь, заняты тем же процессом, и поток излучения начинает нарастать как снежный ком. В итоге они вылетают через эту трубу, уничтожая все на своем пути, от чего не могут отразиться. В целом, если рассказывать принцип в 2 словах, то вот так вот работает оптоволоконный лазер. Чем-то похоже на CO2 лазер из одного из прошлых видео. Но чтобы заставить все это работать эффективно, там еще всякие бреговские решетки резонируют, применяются кольцевые специальные резонаторы, чтобы нужные фотоны прошли в центре волокна, а ненужные, так сказать, не справились с поворотом и ушли с трассы, и много чего еще умного и прикольного. Но это тема для отдельного целого другого видео. А сейчас у нас пока польза и веселье с новой технологией. Йоу, бич! Зацени мой твич! Собственно, у нас здесь, по сути, это 2 компонента, можно их назвать. Оптоволоконный источник GPT и промышленный чиллер, то есть холодильник, который гоняет водичку и охлаждает этот источник. Также мозги и комплюктер, который расположен здесь. И на этом все. Почему эта штука в целом 5 в 1? Она умеет сваривать с подачей проволоки. Она умеет зачищать металл, и не только металл. Это интересно, мы сегодня об этом поговорим поподробнее. Она умеет сваривать аккумуляторы. Она умеет резать металл до 6 мм. И она же после сварки может очистить ваши швы от окислов. Это очень удобно и не нужно дополнительного оборудования. 5 функций. Давайте начнем, пожалуй, с резки. Посмотрим, как она режет и что для этого нужно. Итак, чтобы нам начать резать лазером с помощью этого аппарата, нам необходимо заменить сопло, подключить к нему воздух и подключить вот этот красный крокодильчик. Это типа массы, но по большому счету для лазерной резки она используется как защита, просто чтобы был контакт, чтобы вы не бахнули в стену нечаянно.
Мы ее подключим вот таким вот образом. Максимум, что он может хорошо прорезать, это 6 миллиметров. То есть руками его резать комфортно. Осталось нам в компьютере запустить режим резкий, да? Чтобы нам перейти на режим резкий, сейчас у нас на режиме сварки установлен, нам надо нажать одну кнопочку. Вот это включить вибрацию. Мы нажимаем, она у нас появляется в режиме отключено. И у нас есть два параметра. Это мощность 1700 Вт и частота лазера 3000. Именно они влияют на эффект, который будет происходить. Для безопасности одеваем на чечи, чтобы руки хорошо было бы защитить. И вообще, в целом, все операции с этим аппаратом я бы предложил проводить в маске сварочной, потому что очень много излучения и может на рожу попасть. Вообще, ультрафиолетового излучения у него, по идее, быть не должно, самого опасного для кожи. Есть инфракрасное, поэтому тепло, но я думаю, там все равно какие-то спектры намешаны. Короче, давайте резать. Лазер-то надо включить. Включили. Поехали. И у нас появляется отличная кривая ручками вырезанная деталька под сварку, уже даже с фасочкой. Давайте посмотрим ближе, как у нас выглядит рез руками. Да, ручками оно, конечно же, очень фигурно, так сказать, получается. Что у нас по облою? Он не очень приятный и не такой каленый, как после плазмы. Но в любом случае сбивается. Хоть и не так хорошо. Ладно, давайте попробуем порезать вдоль. Ну и, собственно, вот два кусочка, которые у нас получились. Вот этот мы резали ручками на весу, вот этот мы резали по линейке. Вы просто зацените. Во-первых, насколько она ровная, во-вторых, насколько у нас здесь хороший угол под 90 градусов. Сейчас посмотрим на сам рез. Напомню, что вот эту штучку мы резали на весу, вот это по линеечке. Здесь мы используем очень маленький угол примыкания к вот этой плоскости. Соответственно, если вы желаете, вы можете детали с фасками получать. То есть мы не можем просто вот так вот тупо перпендикулярно поставить источник, потому что возможно переотражение, чуть в сопло залетит и т.д. т.п. Вот такой, короче, нюанс реза с помощью этого релфаровского пацана. Ну, я вот эту штуку сейчас в гриндер отнесу, посмотрим. Ну и в итоге мы получили отличный краешек для сварки. Резать, кстати, можно с применением какого-нибудь азота, чтобы у нас нержавеечка не окислялась. Ну и вообще интересно в целом, что еще он может порезать. Давайте попробуем. У нас есть некоторые цветные металлы, типа медь, латунь, бронза, серебра чуть-чуть, но резать нельзя их. Их можно только сваривать. Поэтому мы сейчас к ним не будем переходить. А мне вот интересно, как не металлические всякие материалы он возьмет. Потому что в отличие от плазмы здесь не нужна только проводность. 1700 Вт против трешки МДФ. Интересно даже. Изи. И зацените, какой прикол еще здесь происходит. Луч этот, черт подери, настолько мощный, что все, что лежит на полу, надо тоже защищать. Потому что происходит вот такая ситуация. Как вам, а? Я бы мог дописать до 3 букв, но очень много дыма образуется в мастерской, поэтому не буду. Лаборатории! Я постоянно забываю, что это лаборатория. Каких-то 3 секунды включенным держали и успели заполнить 10 кубов дыма. Уходи. Рез у нас дико угольный получается. Ладно, а 12-ку фанеру он потащит? Очень интересно. Ну вот прям, если мне дико надо, смогу ли я? Или тварь я дрожащая? Или что вообще происходит? Где я? Ну давайте дорежем, ладно. Фанера на полу горит. Ну, рез, конечно, демонически угольный получается, но при желании можно что-то деревянное даже отрезать. Ну, короче, интересно, но технология не совсем та. Погодите-ка.
А так можно? Ёп! У меня бластер в руках. Горим! Основное умение этого аппарата — это все же сварка. Она интереснее всего здесь происходит. Давайте перейдем к ней. Для этого нам необходимо вот это вот сопло целиком открутить и прикрутить сварочную насадку. Она выглядит в форме двузубой вилки. Для того, чтобы перейти на режим сварки, мы включаем осцилляцию. Здесь она называется вибрация. Выбираем тип шва, часы песочные давайте попробуем. Да? Да. Остальные параметры у нас: мощность 1700 примерно для 4 мм. Мы варим пятерку. А частота лазера, тоже из библиотеки. С остальными параметрами поиграемся. Потом поиграемся. Итак, мы практически готовы что-то сваривать. Единственное, у нас остались остатки воздуха в системе, поэтому мы нажимаем продувочку. И мы не забыли переключить наш шланг на углекислотную смесь для сварки. Будем варить чернину, и все законно. Погнали! Все у нас готово, у нас подогнаны две вот эти штучки. Мы будем варить сейчас без присадки. Это его офигительный понт. Ставим точечку. Точечка у нас есть, чуть покосились детальки. Беда, надо бы их крепить хорошо. Полмиллиметра зазора у нас образовалось, посмотрим, как он справится с этим. А что-то схватилось, смотрите-ка. И еще одну точечку вот здесь. И погнали по линии проварим. Да вы просто посмотрите на эту красоту. Если учитывать, что у нас была очень-очень плотная подгонка, он вообще сравнялся. Как будто эту штуку паяли. Настолько прикольно все выглядит. У нас сзади некоторый ролик, валик, или как он там называется, появился. Понятно, что не во всех местах, надо приноровиться. Я вообще первый раз этот аппарат в руках держу, честно вам скажу. Кстати, совсем забыл сказать, кто желает лицезреть вот это лицо прекрасное, переходите на Twitch. Я завел канал и решил заводить регулярочки. Спустя какое-то время я планирую перейти на формат РЛ и всякие вылазы в лес за какими-нибудь рудами, может быть, мега-костры в лесах, лодки и всяческие сплавы можете наблюдать там. А сейчас я скажу про то, что если бы я был сварщиком, и у меня было бы несколько аппаратов, конечно же, вот этим аппаратом нельзя взять толстый материал за раз, навалить там 200 ампер какой-нибудь, такой здоровенный электрод взять. Но вот эта штука, подумайте о том, насколько быстро вы можете фигачить детали с ней, а вот такую вот качественную сварку проводить, кузовную в том числе, я уверен, его можно настроить, чтобы сваривать какую-нибудь фольгу даже, не очень тонкую, не самую тонкую. Но это же пиздец. Серьезно, я первый раз взял в руки вот этот вот сварочник, провел свой первый шов. Давайте его зачистим и посмотрим. Потому что здесь, как я говорил, уже есть зачистка. Посмотрим, как выглядит металл. И делается это одной кнопочкой. Очистка швов. Погнали. Это что такое? Я вас спрашиваю. Это что за качество шва? Это кто варил? В первый раз, без опыта, вообще просто взял пистолет в руки и провел. Это что такое, по-вашему? Я вас хочу спросить, что это? Это что? Себя я теперь спрашиваю. Это значит, что ребята, которые работают тигом много лет, будут терять свои заказы. Потому что, просто представьте, вот варите вы какие-нибудь эти сложные выхлопные системы, варите вы серийно, может быть, какие-то самогонные аппараты, вообще всю пищевку. Там нет ювелирных работ, когда вы выводите вот этими вот стежочками какой-то красивый, чтобы шов у вас получился. Просто банально надо взять и сварить нержавеющий чан, зачистить его, чтобы он пошел дальше в пищевку, чтобы окислы там вот эти вот все не влияли на качество. И с какой скоростью вообще можно это делать?
вот с этой штукой. Понятно, что какие-то там толстый алюминий надо варить тигом, да, наращивать, может быть, какие-то там детали блок цилиндров, да, когда у вас что-то там покололось, раскрошилось. Конкретно вот этот аппарат, он не может наваливать много сразу материала. Хотя мы еще поиграемся с подачей прутка. Но вы просто вдумайтесь вообще, какой поток можно в одну харю вообще в гараже организовать, просто вот имея такого чувака и несколько баллонов с газом. Да это охренеть можно. Давайте пробовать сварить алюминий с медью. В характеристиках заявлено, что это получится. Будем варить алюминий. А это значит что? А это значит, нам нужен аргон, как защитная среда. Ай, хорошо. Пошли настройки для алюминия вводить. И идем в библиотеку настроек, благо она здесь есть. Алюминий 3 миллиметра. Все уже за нас сделали. Красота. 2 кусочка алюминия у нас вот от полосы я отрезал, зажатые. Единственное, что я сейчас поменяю, это вот мы не песочные часы поставим, а вот эти вот чешуйки. Давайте попробуем на каком-нибудь месте, как он вообще себя поведет. Ну, не знаю, посмотрим. Давайте точку ставим между двух листов. И у нас есть сваренный алюминий за одно нажатие, черт возьми! Как же я долго этого ждал! Как же я не люблю тик! Как же я не люблю готовить алюминий, короче, ко всей этой истории. Давайте перезажмем, чтобы нам было удобно варить. Мы поставим еще одну точечку сейчас, и потом уже проварим весь шов. Что за кайф! А чтобы проварить весь шов, я буду пользоваться линеечкой. Раз, два, три. Кайф! Деталь у нас, конечно же, выгнула, но, честно говоря, не критично. Мне кажется, можно с двух сторон точки поставить и избежать этого. Короче, я ее с двух сторон зачищал, сейчас даже распилил пополам. Вот с этой стороны вообще не видно, где заканчивается, что как будто она, ну, типа целиковый просто кусок алюминия стал. А с этой стороны я тоже вижу, типа, на треть щель. Давайте попробуем сломать, чтобы понять, насколько оно проварилось. Эть. Да, проварилось на середину. Соответственно, можно сейчас это сложить обратно и вот еще с этой стороны щелкнуть. Будет вообще хорошо и красиво. Но мы доломаем. Короче, на этих настройках, как видите, до половины проварилось. Можно выставить другие, там медленнее вести и т.д. т.п. Но меня смущает на данный момент то, что у нас настройки привели к тому, что вот пузыри, каверны всякие образовались. Короче, надо еще играться, как сделать так, чтобы сделать это супер качественно, по-космически, без вообще каких-либо огрехов и дефектов. Но если бы я первый раз тигом варил, вот тут вообще вот в форме жопы была бы картина. Очень все плохо было бы. А чё, если медь с алюминием попробовать сварить? Сможет он? Мы, кажется, сейчас проверим. Разваливается. Давайте по-другому попробуем. Очень хочется почудить. Ай, к листу приварили. У нас получилось сварить медь и алюминий. Медь и нержавейку. С алюминием, конечно, ну типа тоже можно сваривать. Есть же сварка алюминиевых и медных проводов. Говорят, что это самый лучший вообще вариант соединения на самом деле. Да, там гальванические пары образуются. Кстати, напишите в комментах, что происходит. Потому что если мы оставим, допустим, сваренный медь и алюминий, что произойдет? Будут ли там перетягиваться за счет разных электрических потенциалов у нас атомы, разрушать менее потенциальный металл или нет? Когда свариваешь медь с алюминием, у нас получается алюминиевая бронза. Ну еще бы никеля туда докинуть, вообще красота была бы. А у нас тем временем сварилась нержавейка, сука, с медью. Притом реально сварилась. Охренеть. Давайте попробуем сварить исключительно медь, потому что металл для сварки сам по себе, особенно лазером, очень-таки б***ский, потому что он имеет сильное отражение этого диапазона, да и вообще в целом других тоже. Выставляем здесь режимчики у нас на медь. Ой-ой-ой.
Как будто бы мощей надо много. Еще знаете, что я замечаю? Смотрите внимательно вот на эту часть. Медь охренеть как сильно отражает. Как зеркало практически. То есть теоретически египтяне могли использовать медные зеркала, чтобы отражать космические лазерные лучи. Вот зачем пирамиды. Я думаю, что медь какого-то другого состава должна быть, потому что это у нас, по идее, совсем чистая-чистая, и от нее жестко отражается. Даже на 1700 ватт у меня не получилось точечку поставить. А алюминий к меди? Если использовать алюминиевую присадку, можно проваривать медь насквозь и приваривать ее к стали. Ну, типа, если какие-то клеммы надо делать по бырику. Хотя у него есть специальный режим сварки аккумуляторов. Короче, целый вот такой вот специальный носик к этому делу есть. Но мы, наверное, ставить его не будем, я вам просто принцип сам покажу. Он большой такой кружок делает, то есть по большой площади схватывает, чтобы токи нормально распределялись. А принцип тот же самый. Вот. И все, она прилеплена. Бурлеск. Хер оторвешь еще. Что еще можно натворить? Стекло давайте попробуем сварить. В рифму начал говорить. Просто стеклянная квадратная вещь, которая сейчас будет подвергнута экспериментам нещадно. Оно треснуло, причем трещина пошла по одной стороне. И оно пробивается насквозь, прожигая металл. Стекло с металлом сварить можем ли мы? Нет. Ни хера не вижу, ослеп. Силикаты, видимо, очень ярко горят. У меня прям зайчик сквозь очки пробило. Ну, кстати, у нас, возможно, напряжение в самом стекле откололи вот этот кусок, но он может быть спаян с металлом. Нет. Нет. Я думал, стекло со сталью сварим. Вот это было бы классно. Жаль! Так, вот цветное стекло. Давайте с зеленого начнем. Нет, кажется, что то же самое. Смотрите, дырку прожег, как у Терминатора глаз загорелся. Ну, возможно, на самом деле стекло можно сваривать, но если его разогреть предварительно градусов эдак до, хер его знает, до 600, чтобы оно текучим стало. А здесь мы аккуратно вынимаем горлышко. Открыли по-гусарски в 21 веке. Я думаю, с этим то же самое у нас произойдет. Крутотенюшка, я чувствую себя владыкой вообще материалов. Есть стекла, которые более-менее держат вот эти вот тепловые расширения от нагрева, потому что структура у нас какая? Аморфная. Если у нас что-то начинает расширяться, они там неравномерно распределяются и такие: ха! Я хочу отдельно жить, и кусок откалывается. А вот у нас теперь есть, честно говоря, не очень понимаю, насколько оно подойдет, но здесь есть вот температура стойкая, квадратик классический на химическом оборудовании. Давайте его пробовать жечь. Скорее всего, тоже лопнет. Делайте ваши ставки, господа. Опа! А вот это стекло пробивается насквозь. Оно чуть-чуть нагрелось. Вот и трещина появилась, кстати, в этом месте, где я жег. Маленькая такая. А если в матовую часть? Ай. Да, оно в этом месте начинает потрескиваться, короче. Нужно какое-то более вязкое стекло, менее твердое. Может быть, жидкое стекло? Помните такое? Можно матовую поверхность со стекла снимать. Я только что срезал краску. Давайте помощнее бахнем. Может быть, сейчас мы приварились к стали? Слышите звук? Тынь-тынь. Нет, мы не приварили стекло на этот раз. Черт возьми, настанет тот день, когда я смогу это сделать. Чтобы все охуели, как я умею. Как обычно.
А вот еще один интересный момент. У тик-сварщиков вышка — это сварить алюминиевые банки. Ну, насколько я слышал. Мы берем, наливаем водички, потому что до меня сейчас дошло, что это хороший, хитрый путь. Располагаем это дело вот так и вот так. Выставляем минимум. Кстати, минимум мы сейчас игрались, поняли, что 200 ватт – это минимальная мощность этого источника, чтобы он заводился. А у нас не получилось сварить фольгу, ее прожгло моментально насквозь. Давайте попробуем в банку выстрелить с теми же параметрами. Блин, присадочка нужна, неудобно. Ну, точку я поставил, но я прожег. Нет, я даже точку не поставил. Короче, тяжело. Не просто так, это высокий скилл. Поставил точку. Ну, короче, одна точка стоит. Соответственно, если приноровиться, подобрать себе настроечки, подобрать пруток, возможно, меньше миллиметра, можно и такие работы делать, не набивая там миллион лет вообще контроля вот этой тиговой дуги. Последний момент насчет сварки, который я хотел бы показать, это сварка с подачей прутка. Для этого мы откручиваем вот это вот сопло, ставим сопло с прутконаправлятелем, специализированное. У ложки, как вы знаете, есть держало и черпало, и еще иногда комплектуется модифицированным лизалом с обратной стороны. Для того, чтобы подавать пруток в этой замечательной машинке, у нас есть вот такие вот классные детальки. И еще целая машинка, которая это подает. Она отдельно расположена. А для того, чтобы нам начать с прутком варить, мы, во-первых, возвращаем то, что мы будем сваривать. И мы будем сваривать миллиметр углеродистую сталь. Экспорт. С подачей еще поиграемся, а вот что нам еще надо, это автоподачу прутка включить, и включаем лазер. Один из минусов, ну, наверное, можно сказать, особенность их технологии, то, что все должно быть достаточно чистым. Если полуавтомату относительно похеру на замасленность и электродуговой тоже, хотя с электродуговой вы запаритесь, если хреновый контакт будет, то вот здесь должно быть максимально все стерильно чисто, так же, как при сварке тигом. И погнали! Прикол здесь такой, что пруток ведется сам. Ну, то есть я не веду, я просто нажимаю кнопку, и он меня толкает вдоль. Но здесь я вижу, что нам не хватает навала. Соответственно, мы скорость подачи уменьшаем до 8 на 1/3, да? Все равно маловато как-то. Может быть, режим другой поставить? О! Вот это дело! Вот этот шов мне нравится. Это песочные часы режим. Ну это пи***ц, я варить не умею, у меня шов как с робота заводского получился. И не надо тебе типа потом болгаркой все это тереть и так далее. Я увольняюсь. Как бы половина оборудования сварочного вот в этой мастерской можете выкинуть. Потому что вот это лучше. Это что такое? Вот это вот. Вот это что такое? Это шов, который человек первый раз делал? Мама мия! Мы сейчас включаем режим зачистка швов. И даже не меняя насадки, зачищаем это дело. И вы что хотите сказать? Вот это вот шов, который делал Даня Крастер? У меня нет слов. Просто смотрите вот на качество. Да, производит впечатление, короче. Но мы переходим к еще одной интересующей меня функции. Это лазерная очистка. Вы знаете, что у нас залило мастерскую в начале прошлого года, и кучу ржавчины пришлось счищать. Вот если бы была бы вот эта машинка, насколько деликатно она бы с этим справилась. Поэтому мы меняем насадку, убираем автоподачу проволоки и будем чистить все подряд, а потом угорать. Для того, чтобы поставить режим очистки, тут, конечно, немного заморочено все сделано, то есть это не с одной кнопки переключается. Но чистить, видимо, когда вы собираетесь прям много. И тоже каких-то деликатных вещей, потому что, например, какие-нибудь конструкции
быстрее и дешевле очистить с помощью пескоструйного аппарата. И еще нам здесь нужно поменять зеркальце. Точнее, не зеркальце, а линзу. Как вы можете заметить, здесь разные линзы находятся. Здесь их аж целых 3 штуки. Раз, два, третья, вот эта, которая меняется, она защитная. И остальные, насколько я понимаю, направляющие, там, меняющие луч. Мы сейчас вот эту линзу достаем. Аккуратненько ее сложим. И где-то у меня новая была вот эта вот. Ну, а чтобы включить режим чистки, надо чуть-чуть более испытать. Идем в системные параметры, авторизация, сварка выбираем, вводим пароль 6 шестерок, 6, Enter. И вот режим выбираем подметать 300. Жду комменты от трактористов. Подметать 100 нам нужно. Не будет комментов от трактористов. Какие тапки мне надеть с этим пистолетом? Вот эти или вот эти? Прощай, ржавчина чертова. Конечно, тонкую железку выгибает, но посмотрите на сам процесс. Это кайф! А прожечь я ее смогу? Давайте другой режим выберем. Реально Dead Space какой-то пошел. Можно окалину снимать вот с этой чертовой горячекатанной, короче, стали, которую я ненавижу. А в пол? Да ты гонишь! Охренеть! Ну, конечно, окалину вот мы, когда снимали, поджигали поверхность металла. Кстати, офигительная тема для того, чтобы приклеить сюда что-то. Потому что он такой получился. Я даже не знаю, как это назвать. Капилляризированный поверхность металла. Давайте какую-то лютую ржавчину возьмем, посмотрим, как он справится с ней. Есть у нас вот такая вот адская обосратая ламель от плазмы. Чистить ее не надо, но периодически, короче, надо их обслуживать. Давайте на ней проверим. 800 миллиметров у нас фокусное расстояние. До краски счищает, кстати. Ля, ну кайф. А краску мы можем снять с металла, Жеш, да? Ну-ка, давайте. Ну да, вот чистый металл пошел. Пацаны признали идею очень небезопасной, поэтому остаюсь здесь только я. Мы сейчас выстрелим в зеркало. У нас же есть такое, что лазеры от зеркала отражаются, да? Не факт, что от обычных бытовых. Что произошло? Мы сожгли зеркало. Это модель сканатора из одного прошлого видео про ультрафиолетовый гравировщик, который вы видели. Вот так вот эта штука работает. Кстати, здесь сканатор расположен вот в этом пистолете, который помогает нам, типа, вот эту осцилляцию добыть, вибрацию, которая здесь называется. Ну, рисунок, короче. Песочные часы, вот эти вот всякие сеточки, т.д. т.п. Краску я хотел снять. Дыма есть немного, но это не красочная вот эта вонь. Красочная вонь. Вонь от краски, которая получается после горения с присутствием кислорода. Я не понимаю, это металл или не металл? Как будто бы нет. Как будто бы какой-то грунт. Ну-ка, еще разок. Да, мы дошли до металла. Вот здесь. Эта штука может собирать краску. Это прикольно. А можем мы ее так настроить, чтобы не с металла снимать, а с дерева, например, лак. Попробуем сидушечку вот реинкарнировать.
У нас есть дерево без лака, чистое. Если кому-то надо это делать, ставите некую откачку воздуха, вытяжку, и прям под вытяжкой херачите. Довольно щадящий режим. А будет ли она брошировать дерево? Валялась тут под ногами. Кусок сосны. Дерева нам известны чем? Тем, что они растут, типа, слой зимой, слой летом, слой зимой, слой летом. Что-то я Короче, слои у деревьев разные. Ярко выражено это у сосны. Один прочнее другого. И мягкий слой можно выбирать, получая рельефную штуку. Называется все это дело броширование. Да, есть эффект брошировочки. Сложно вести вот в этих местах, потому что он как будто 2 раза попадает, поэтому чуть-чуть пережигается. Мы же можем позволить себе до 2 киловатт эту историю, правильно? Готовьте вытяжку. Вы посмотрите, что происходит. На ощупь. Заброшировалась. Есть у японцев такой метод защиты древесины, как обугливание. И при том, что можно оставить даже обугленные деревяшки, их не будут кушать всякие там микрогады, насекомые, т.д. т.п., потому что уголь им невкусно, банально. И его еще можно, этот уголь, подснять до горелой древесины. И вот здесь до меня дошло, что это можно делать прямо на домах, не снимая обивку. Но вот только вдумайтесь, я вот с этим аппаратом могу приехать на объект и покрыть целый дом. Сколько это будет мне стоить, надо, конечно, посчитать, но тема крутая. Ну а теперь переходим к угарам. Первое, что я хочу сделать, это сделать стекло из песка. И прям в миску с песком. Раз, два, три. Адское пекло. Зайчик в глазах. И что я вам хочу сказать? У нас есть капля настоящего стекла. Да, его, конечно, нормально надо охлаждать, оно вот все трескается, потому что на воздухе охлаждается. Его надо в печь, и там в течение суток, чтобы вместе с печью все это дело остывало. Но охренеть, плавит! А вот дробь из пескоструйного нашего аппарата как себя поведет? Еще лучше взять какую-нибудь металлическую пыль. У нас, по-моему, алюминий пап был, но мы не будем сейчас морочиться. Посмотрим, вот это вот спаяется, вместе сварится. Бенгальский огонь! Ха-ха! Надо газа туда, на самом деле, подавать, потому что все очень быстро окисляется. Но у нас есть блямба из металла. В старину крицу так и добывали. В Египте был у них лазерный источник. Они брали уже шарики, вот такие металлические, которые в природе содержатся в чистом виде. И вот с ними работали. Так и было. Вот, давайте шарики в тигеле угольном попробуем запечь. Зацените, как шарики у нас тут часть расплавилась, часть нет. На ощупь больно. Шамотный кирпич. Что произойдет с ним? Он у нас термостойкий, но интересно, типа сплавится, не сплавится. Теоретически в нем можно дыру проковырять лазером. Оно там бурлит, я вижу отсюда. Мы из шамотного кирпича обсидиан только что добыли. Вот откуда у древних людей были обсидиановые копья и ножи с толщиной режущей кромки 30 ангстрем. Тоньше, чем сейчас могут ножи сделать из стали. Какая мразь. А с плиткой что произойдет? С обратной стороны, с одной, с другой, с третьей. Очень интересно. Звучок. Кружок прожгли. А со стороны глазури? Ну, она лопнула.
Музыка плитки. И опять этот прикольный момент, когда у нас не острый край получается, вот вместе вот этого вот напряжения, и у нас всего-навсего одна трещина в сторону ушла. То есть, сука, плитка-то еще прочная при этом. А вот нужен вам разжигатель огня для мангала или кальяна. Уголь разожжен. Жопа силиконовая из шоу, которое вам так понравилось. Ваша любимая. Примерно вот так у меня пердак с ваших комментов горел. Ну, давайте попробуем газобетонный блок проковырять. Мы вот сейчас кружочек здесь сделаем такие. Да, здесь 20-очку еще поставим. Посмотрим, что. Ай, дырочка какая у нас раскаленная получилась. У меня есть некоторые подозрения, что можно вместо перфоратора шумного использовать лазерный станок. У меня давно в идеях бесшумный перфоратор. А пока у нас зубной пастой кто-то намазал в дырку газобетона. И причем вообще, что это такое получилось? Что это вообще? Какая-то с голубым отливом керамическая пена. Охренеть. Что произойдет с рогами? Чисто ради интереса. Давайте посмотрим. Так, а если поменьше мощность? Рога у нас слоистые. Слои начинают вспениваться. Короче, не очень приятная затея. Эбонитовая палочка вот из странных материалов у нас. То, что есть в мастерской. Вообще все пробуем. Давайте бахнем. Ничего интересного, он просто сгорел, как типа резина. Полипропилен, что у нас скажет? Ну, начнем с того, что я счистил с него маркировку, не повредив сам пластик. А чек он сотрет вместе с лаком. Мы скальпировали чек. О, микросхема же, Титербий. Сейчас попробуем скальпировать маленького вот этого вот тараканового микросхемового. Ой, она сгорела. Ну, такое себе, более аккуратный нужен инструмент, вот как настольные лазерогравировщики. И ими, конечно, это сподручно делать. Здесь просто убийство происходит. Особенно, что 200 ватт — это стартовая мощность. Пирожная печеная картошка, не желаете ли? Как будто бы начал приготавливаться. Давайте дожжем. Но он даже сам не нагревается. Ну да, масса на самом деле воды здесь большая. Тепло успевает отходить. И что такое? О, а что с апельсином будет? Вы же знаете эту тему, когда корку давишь на огонь, она типа вспыхивает. Интересно, как сейчас эфирные масла себя поведут. Вот это красивое дерьмо. Что у нас с яблоком произойдет? Можно кожуру быстро чистить. Ничего веселого, но как бы достаточно качественно снимает. Давайте попробуем кругом насквозь прорезать. Я сомневаюсь, что это сработает, потому что там очень много воды, она будет преломлять луч, но... Какие-то странные у вас лазерные черви завелись.
обгладывают кожуру по кругу и то снаружи. Эти ваши бананы. Лазерное клеймо у нас получилось. Забавно. Печеные бананы. А что у нас еще осталось? Попкорн. А, нет, сосиски. Можно ли снять упаковку с помощью лазера? Она свистит, ты слышишь? Она в упаковке, но готовая. Я предлагаю снять упаковку. Горячая, но готовая. И самое интересное. Попкорн. Сможем ли мы лазерный попкорн приготовить? Он как раз для микроволновок, он уже в масле, потому что это достаточно необходимая история. Мы можем на самом деле начать жарить пакет, но я боюсь, что мы его насквозь прожжем. А вот эту херню мы уже можем бахнуть лазером. Лазерный попкорн, сучара! Хоть один взорвется, нет? Опыт показал, что лазером попкорн готовить не очень удобно. Пепелище. Вот такие пироги, пацаны, на сегодня. Всем спасибо, кто досмотрел. Кто не досмотрел, тот лох, но он об этом не узнает. Переходите в телегу, подписывайтесь на Twitch, я его веду регулярно. И увидимся очень скоро. С этим аппаратом, конечно, еще разбираться и разбираться, кроме его основных применений. Придумывать разные всякие уникальные случаи, где он может пригодиться и быть выигрышным. С вами был Даня Крастер, лаборатория БНБ. Не забудьте лайк и подписку на канал YouTube, конечно же. В этом году у нас будут разнообразные приколы. Впрочем, как и всегда. Пока. Электричество надо экономить. То, видишь...